Всем привет! И в этом ролике вы видите очередную модификацию будущего костюма. Например, первое, как можно бороться с жарой. Второе, как можно увеличить энергетическую мощность костюма, то есть больше реакторов, мини-реакторы. И самое сочное и самое крутое – это скрещивание способностей Человека-паука с Железным Человеком. Погнали! Вы сами должны понимать, что летом в броне будет очень и очень жарко. Поэтому я решил установить два мощных кулера от компьютера с питанием 12 вольт и 2,65 ампера. Для увеличения энергетического предела костюма было решено объединить несколько реакторов в одну общую систему для генерирования огромного объема топлива и при этом очень быстро. Как это будет работать, в дальнейшем увидите. Знаете, учитывая тот факт, что я часто говорю, что хочу воссоздать свой костюм по-своему, не ориентируясь на экономию, то что вы подумаете, если я скажу вам, что хочу скрестить многих героев из Marvel в одну броню? Безумие, скажете вы. Да, согласен. Но попытаться все-таки можем, по-своему. И, как вы уже поняли, это паучье чутье Человека-паука. Если задуматься, то паучье чутье – это способность Человека-паука обнаружить угрозу до ее возникновения. И, если говорить проще и по-научному, это радар слепых зон. Задумайтесь, зачем нам нужно оповещение об угрозе, если мы так ее видим? Поэтому я решил воссоздать ее, используя научные методы, используя ряд датчиков и моточков, которые могут оповещать меня об этом. Конечно же, это не получится точь-в-точь как в фильме, все-таки это фильм, это не инструкция по воссозданию супергероев, но, по крайней мере, шаг за шагом мы сможем хотя бы как-то приблизиться к оригиналу. Самое удобное и эффективное в этих электромоторчиках в том, что они могут помочь вам указать направление, в котором находится неприятель, даже если все органы чувств у вас заблокированы, то есть зрение, слух, который позволяет вам сориентироваться в пространстве. И поверьте, эта система проста, бесшумна и достаточно эффективна. Для очень эффективного и очень успешного объединения потока генерируемого топлива из этих всех реакторов в один общий было использовано парочку таких тройников для газовых систем. Для того, чтобы кулеры достаточно эффективно
охлаждали мой костюм летом, я решил использовать для них отдельно модуль-преобразователь для повышения напряжения с 3 вольт до 12. Пару слов о том, как это работает. Сигнал от дальномера отражается от объекта, например, человека за спиной. И если датчик его обнаружит, то начинается предупреждение пилота вибрации от вибромотора. И при этом моторчики расположены в том же направлении, что и датчики, так что вы буквально сможете почувствовать, в каком направлении противник в слепой зоне, прям как Человек-паук. Ну, когда мы теперь все собрали, все соединили, правильно прошили, думаю, пора переходить к самому сочному. Демонстрация. И в этой демонстрации мне, конечно же, не справиться одному. Мне потребуется помощь ассистента. Нет, сразу говорю, это не Леша Буркан. Понимаю, не кидайте мне помидоры. Этот человек тоже занят, он делает для вас что-то более мощное. По крайней мере, то, что сейчас у меня, это сравнение не очень мощное, конечно. Признал сам, боже мой, что до чего докатился. Хотя в дальнейшем, возможно, он просто скоро запрется от меня в своем бункере. Не то. Я не знаю почему. Леша, я готовлю для тебя сюрприз. Почему ты меня не пускаешь к себе? Ладно, переходим к демонстрации. Перед тем, как вы увидите сие действие, хочу вам объяснить условия этой демонстрации, чтобы вы убедились на 100% в эффективности системы паучье чутье. Для того, чтобы заблокировать основные органы чувств для ориентирования в пространстве, я надел наушники с играющей там музыкой и надел повязку на глаза. Так что у меня в таких условиях есть только паучье чутье, чтобы обнаружить положение и присутствие моего ассистента, который дополнительно и в носках ходил, чтобы я не почувствовал его шаги от подошвы обуви. Сзади меня. Сзади. Тут. Тут. Здесь. Так, тут. Обнаружим. Сзади. Что в лазейку? Сзади.
Сейчас да. Я присел. Да, ты сейчас. Ну вот, очередной наш ролик по тройному улучшению нашего костюма подошел к концу. Помню, я делал пост в сообществе о том, что хочу разыграть 5 бесплатных методичек 5 людям. Но, учитывая, что у вас, конечно, накопилось больше 5 человек, то есть где-то вас уже 35, я даже сбился со счета, когда записывал по списку. Но помните, было условие 7000 просмотров на последнем ролике. Так как это условие не было выполнено, придется подождать. И рассчитывать на тот факт, что этот ролик, который вы сейчас смотрите, он наберет именно эту цифру. Если наберет, я пропущу имена всех, кто в списке, через генератор случайных чисел, то есть специальную программу. И кто попадется, тот станет победителем. Каким образом? Я объявлю в сообществе победителей, и нужно будет, чтобы эти люди скинули мне свой ВК, и я отправлю им по методичке. Все честно. А сейчас подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и поднимайте лайк или дизлайк, смотря как вам этот ролик мог зайти. Поделитесь этим роликом со своими друзьями, если они тоже фанаты Marvel, или фанаты создания костюмов в целом Железного Человека. И если хотите еще в дальнейшем, кто вдруг не получит методичку в будущем бесплатно, можно будет подписаться на спонсорство, помочь этому каналу развиться и получить в подарок в дальнейшем все методички, которые появятся там. Сейчас я работаю над новой, и она вам точно понравится. А сейчас всем пока!